Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Неделя с 16 по 22 февраля. Давайте мы посмотрим, что же наших стрельцов ожидает, какие вам карты сегодня выпадут и что же интересного у вас произойдет на следующей неделе. Я напоминаю, что это общий таро прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным, и вы сможете найти общее, то, что происходит у вас в вашей жизни с этим раскладом. Соответственно, пишите ваши комментарии, стрельцы, оставляйте ваши отзывы. Также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны на мой YouTube канал. Я всегда очень рада новым зрителям, поэтому не стесняйтесь, подписывайтесь. Расклад мы делаем сегодня на двух колодах. Первая колода у нас основная, вторая колода для уточнений, для разъяснений. Такая теневая карта, которую мы достанем, чтобы посмотреть такое общее значение этого дня. Возможно, в таком сочетании будет легче понять, что в этот день с вами будет происходить. Итак, Стрелец. Стрелец, неделя с 16 по 22 февраля. Давайте посмотрим. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта, которая у вас есть, это семерка жезлов. И семерка жезлов — это необходимость решать какие-то вопросы, дела. Возможно, здесь необходимость будет прикладывать усилия, чтобы решить какие-то для вас непростые ситуации. И пятерка кубков в целом говорит о том, что все будет, да, возможно, не совсем просто. Будут какие-то провалы, какие-то взлеты, какие-то падения, потому что вам здесь нужно будет справляться мужественно с препятствиями, которые у вас возникают. Возможно, здесь возникают даже какие-то разногласия с окружающими из-за того, что кто-то вас критикует, это вам может не нравиться, вы можете как-то активно этому противостоять, то есть вы сталкиваетесь здесь с какими-то недоброжелателями, возможно, и вы стараетесь здесь активно справиться, стойко справиться с этими ситуациями, с этими нападками со стороны. Дальше идет двойка жезлов, и вот двойка жезлов, она о ситуации, возможно, выбора, когда у вас есть несколько возможностей, есть возможность остаться с тем, что у вас есть сейчас, и есть возможность взять какую-то новую, да, новое предложение, новый путь, новую возможность для вас. И по пажу мечей вы рассматриваете этот вариант, то есть вы изучаете какие-то предложения, вы рассматриваете какие-то новые для вас шансы, вы стараетесь здесь что-то для себя прояснить, что-то для себя понять глубже или лучше. То есть вы интересуетесь и узнаете то, что действительно вас интересует, как будто пополняете свои знания, интересуясь какими-то вопросами. Но по пажу мечей вам действительно может быть хорошая возможность, которая вам здесь выпадает и которую вы можете принять, если вовремя это сделаете, если не побоитесь отпустить то, что есть у вас сейчас, и сделать этот шаг в неизвестное. Но в целом решительности вам здесь действительно будет достаточно. То есть, да, у вас есть все шансы здесь какую-то хорошую возможность использовать. Также вы можете здесь просто как будто узнавать какую-то информацию там о других людях, которыми интересуетесь. Карта короля кубков, карта водного знака зодиака. Возможно, общение с водным знаком здесь будет особенно актуальным. Это раки, рыбы или скорпионы. Тут же шестерка пентаклей. Очень хорошая карта в том плане, что вы по шестерке пентаклей можете с благодарностью кому-то помогать, да, или принимать какую-то помощь, поддержку от других людей. Вы можете здесь по шестерке пентаклей в целом заниматься какой-то благотворительностью, но она вам приятна и вас радует. Можете помогать другим и делать это в свое удовольствие. Также вы можете здесь какой-то хороший совет давать другим людям, допустим, или принимать от них хорошие советы. Но в целом вы здесь очень любезны, очень тактичны, вы здесь очень эмпатичны будете и общаетесь, соответственно, тоже с такими людьми, скорее всего. Дальше карта звезда, карта надежд, которое вы хотите реализовать здесь, каких-то ваших планов. Может быть, даже у вас получается что-то такое вот осуществить, о чем вы мечтали. И по королю жезлов это может касаться другого огненного знака, как вы. Это стрельцы, может быть, львы или овны. Также здесь активно фигурируют водолеи по этой карте звезда.
И вместе с королем жезлов здесь может быть реализация каких-то ваших рабочих планов, каких-то рабочих идей по королю жезлов, что-то, что потешит ваше честолюбие, может быть, вашу гордость. Поэтому по карте звезда действительно вы здесь можете и вдохновиться какой-то идеей, приблизить себя к реализации своей мечты, а также и получить что-то, о чем вы мечтаете. Карта восьмерка кубков, карта разочарования в пятницу и, возможно, каких-то неприятностей, которые у вас могут быть. Но, тем не менее, по тройке жезлов вы стараетесь, несмотря на возникающие проблемы, находить способ решения их, устранения каких-то препятствий на вашем пути, которые мешают продвижению вашей цели. И да, в восьмерке кубков вы можете здесь не уверены быть, а получится ли мне, а удастся ли у меня прийти к той цели, которую я себе поставила или поставила там по карьерной лестнице, допустим, продвинуться, или любую другую цель, которую вы себе поставили. То есть возникают сомнения, глядя в будущее, вперед, вы думаете, а получится ли у меня, а повезет ли мне, а смогу ли я, а хватит ли мне смелости, а хватит ли мне там сноровки, чтобы прийти к той цели, которую я себе поставлю, а поддержат ли меня окружающие в этом моем продвижении, в моих стремлениях. То есть вы можете как-то сомневаться в достижении ваших целей или в вашем каком-то благополучии. Дальше идет шестерка мечей. Это карта, возможно, поездки в этот день, когда вы должны куда-то поехать. Но также здесь и по шестерке мечей вместе с пятеркой жезлов здесь очень много моментов, где вы можете как будто бы думать, как изменить ситуацию к лучшему, при этом прикладывая много усилий, как будто вы сражаетесь с проблемами, сражаетесь с трудностями, которые мешают вам идти к вашей цели поставленной, или мешают вам достигать каких-то ваших там идеалов, ваших мечтаний, каких-то перемен, которых вам хочется. То есть вы здесь готовы свои шансы на удачу использовать, все свои возможности использовать, но вы как будто бы боретесь за эту возможность. Вы решаете какие-то сложные вопросы, сложные задачи. Вы здесь стараетесь справиться с этими испытаниями, преодолеть какие-то препятствия, как будто стены разрушить, которые вам мешают здесь в достижении вашей цели. И вы здесь по шестерке мечей, скорее всего, вы это делаете, вам это удается. Также вы можете здесь активно интересоваться какими-то спорными вопросами или какими-то конфликтными ситуациями, которые происходят вокруг вас. Вас могут втягивать каким-то образом в эти конфликтные ситуации, но ваше дело уже влазить в них или нет, соответственно. А дальше идет карта сила, карта такой, знаете, силы и физической, и больше все-таки духовной силы. То есть здесь очень много эмоционального подъема, ощущения такого воодушевления, уверенности, что у меня получится, я смогу, я совсем справлюсь, все сделаю. И по семерке кубков вы себе рисуете какие-то планы, какую-то картинку вашего будущего, и вы в своей голове рисуете, что у вас все получится, вы всего сможете достичь, все сможете реализовать, но и при этом здесь все вперемешку с фантазия на уровне с иллюзией, да, с такой. То есть вы себе можете что-то дорисовывать, додумывать, что, возможно, или тяжело исполнимо, или по семерке кубков есть несколько вариантов, несколько возможностей, но при этом вы вдохновлены какой-то возможностью, которая может быть и не совсем осуществима, но вас она заставляет двигаться дальше, вас она заставляет действовать. Вы под этим влиянием вдохновения, воодушевления выполняете какие-то дела, и это дает вам ощущение силы, да, ощущение влияния, может быть, на кого-то, или у вас есть иллюзия влияния на кого-то или на что-то, когда вы думаете, что вы можете повлиять на ситуацию, хотя на самом деле это может быть совершенно не так. Или повлиять на какого-то человека. Но это тоже может быть совершенно не так. То есть здесь больше о мысли, что это так и есть. Да? Но на самом деле это не так. Для кого-то здесь творческий порыв и вдохновение, которое дает вам тоже силы и тоже как-то эмоционально вас, соответственно, подпитывает по карте сила. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для знака Стрелец мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких. И до скорого!